Сколько прекрасных мест в мире, которые стоило бы посетить. Но знаете ли вы эти главные достопримечательности мира? Давайте проверим, насколько хорошо вы осведомлены о подобных местах, памятных сооружениях, кому все эти памятники посвящены и в каких странах мира они находятся. Какой стране принадлежит сооружение пагода Чайти, также известное как Золотой камень? Пагода Чайти, также известная как Золотой камень, знаменитая буддистская святыня и место паломничества в штате Мон в Мьянме. Пагода высотой 5,5 метров находится на вершине гранитного камня, балансирующего на уступе скалы. Камень покрыт сусальным золотом. Женщинам запрещено касаться камня и находиться в непосредственной близости от него. Камень может быть слегка раскачан парой человек. По некоторым сведениям, под раскачиваемым камнем можно протащить веревку. По преданию, в пагоде замурован волос Будды, который не дает камню соскользнуть с уступа. В какой стране находится мост, опоры которого представляют собой огромные каменные руки? Золотой мост – пешеходный мост недалеко от Дананга, Вьетнам. Золотой мост в Дананге построен совсем недавно, в 2018 году, но популярность у него уже просто невероятная. Длина Золотого моста – 150 метров. Он имеет 8 пролетов и 7 опор, но только 2 опоры сделаны в виде 2 рук, и со стороны достигнут эффект такой, что 2 руки держат весь мост. По задумке дизайнера, проект моста был сделан так, чтобы казалось, будто руки Бога держат в руках золотую нить, которую они достали из земли. В какой стране находится памятник первооткрывателям? Памятник первооткрывателям – монументальный ансамбль в Лиссабоне, посвященный выдающимся португальским деятелям эпохи великих географических открытий. Высота памятника – 52 метра, ширина основания – 20 метров. Открыт в 1960 году, хотя макет его был разработан еще в 1940 году. Памятник представляет собой каравеллу из белого известняка, на носу которой стоит фигура вдохновителя португальских географических открытий, инфанта Генриха мореплавателя, а за ним по обе стороны еще 32 фигуры выдающихся личностей той эпохи. В честь кого установлен памятник ненасилия в Нью-Йорке? Ненасилие, также известное как завязанный пистолет, представляет собой бронзовую скульптуру шведского художника Карла Фридрика Риттерсварда, изображающую большой револьвер с завязанным узлом-дулом. Карл Фридрик Риттерсвард создал эту скульптуру после убийства Джона Леннона, с которым Риттерсвард был знаком. Узнав об убийстве, он не спал всю ночь, работая над скульптурой, вдохновленный идеей завязать узел на пистолете, который использовал убийца Марк Дэвид Чипмен. Терракотовая армия. В какой стране находятся все статуи? Терракотовая армия представляет собой коллекцию терракотовых скульптур, изображающих армию Цинь Шихуанди, первого императора Китая. Это форма погребального искусства, похороненная вместе с императором в 210-209 годах до нашей эры, с целью защиты императора в его загробной жизни. Фигурки, датируемые примерно концом III века до нашей эры, были обнаружены в 1974 году местными фермерами в округе Линтонг, недалеко от Сианя, Шэньси, Китай. Фигуры различаются по высоте в зависимости от их ролей, самые высокие – генералы. Фигуры включают воинов, колесницы и лошадей. По оценкам 2007 года, в 3 ямах, в которых находилась терракотовая армия, содержалось более 8000 солдат. В каком городе находится точная уменьшенная копия статуи Свободы? Статуя Свободы Парижа – уменьшенная копия известной американской скульптуры.
В 1885 году Франция преподнесла США в качестве подарка, как к столетию подписания Декларации о независимости, скульптуру «Статую свободы». В 1889 году американцы сделали ответный подарок для Франции и подарили уменьшенную копию своей свободы, озаряющей мир. Одним из отличий статуи свободы в Париже, помимо размеров, является надпись на табличке, которую та держит в руке. Там значится две даты. Одна – день взятия Бастилии, другая – дата подписания Декларации о независимости США. Где находится город в небесах – Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу – древний город в Южной Америке, находящийся на территории современного Перу, на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря. В 2007 году удостоен звания нового чуда света. Также Мачу-Пикчу часто называют город в руинах, город среди облаков или потерянный город инков. Город состоит из нескольких сотен сооружений и имеет четкую структуру. Одна из самых необычных построек – храм Кондора, который получил свое название из-за камня, очертания которого напоминают птичью голову с клювом. Две небольшие скалы позади жертвенного камня символизируют крылья. В каком городе находятся Магдебургские ворота? Магдебургские врата – романские бронзовые ворота середины XII века, расположенные на западной стороне Софийского собора в Новгороде, где находился главный вход в храм. Сейчас открываются только во время праздников, когда службу ведет архиепископ Новгородский и Старорусский. Магдебургские врата состоят из двух створок, покрытых рельефными изображениями сцен из Ветхого и Нового Заветов. Врата происходят из Центральной Европы, чем объясняется католический, а не православный характер изображений. На вратах изображены и исторические фигуры – магдебургский епископ Вихман и плотский епископ Александр. По их заказу ворота были изготовлены в 1152-1154 годах. В каком городе находится знаменитая падающая башня? Пизанская башня известна своим почти 4-градусным наклоном из-за неустойчивого фундамента. Башня является одним из 3 сооружений на соборной площади Пизы, которая включает в себя кафедральный собор и Пизанский баптистерий. Высота башни составляет 55,86 метра от земли с низкой стороны и 56,67 метра с высокой стороны. Башня начала наклоняться во время строительства в XII веке из-за мягкого грунта, который не мог должным образом выдержать вес конструкции. Состояние ухудшилось после завершения строительства в XIV веке. К 1990 году наклон достиг 5,5 градусов. Конструкция была стабилизирована в результате ремонтных работ в период с 1993 по 2001 год, которые уменьшили наклон до 3,97 градуса. В каком городе находится статуя первых императоров Ян и Хуан? Императоры Янь и Хуан – скульптура в городе Чэньчжоу, изображающая головы первых китайских императоров Янди и Хуанди. Скульптура является фактически 5-й по высоте скульптурой в мире. Монумент высотой 106 метров представляет собой 2 головы, высеченные в горе, где 55 метров составляет гора и 51 метров – каждая из голов. Эти китайские императоры являлись не только известными политиками и одними из первых правителей Поднебесной, но имеют большое значение в китайской мифологии, сохраняющейся до наших дней. Например, Янди, легендарный император ханьцев, считается самым высоким божеством в традиционном для Китая культе Солнца. А Хуанди почитается как основатель централизованного государства, космический владыка и эксперт эзотерики, а также предшественник всей китайской нации.